Жених ее подруги. Вокруг были все заняты приготовлениями к предсвадебной вечеринке, а Лиза еще никогда так сильно не мечтала о спокойствии и уединении. Сегодня она должна была провести вечер во всемирно известном питерском театре. А пока Лиза стояла посреди шикарного номера в питерской гостинице и держала в руках роскошное платье, такое дорогое, что она боялась представить себе даже приблизительную его стоимость. Кроме того, ее не покидала мысль, что в то время, как она веселится в Питере, ее семья в Екатеринбурге может в любой момент обанкротиться. Она передумала приезжать на свадьбу лучшей подруги, но ее отец уговорил принять приглашение. А брат Михаил пошел еще дальше и приказным тоном заявил: «Не глупи, ты что хочешь, чтобы отцу стало совсем плохо? Поезжай на свадьбу Веры, как и планировала. И не забудь передать ей мои наилучшие пожелания». Это было сказано с таким сарказмом, что Лиза поежилась при воспоминании о словах брата. Он никогда не простит Веру за то, что та посмела влюбиться в другого мужчину. Родители лучшей подруги также настаивали на присутствии Лизы, так что ей ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться желанию окружающих. Иногда так поступить гораздо проще, чем идти наперекор всем и вся. Поэтому теперь Лиза покорно надевала изумительное платье, пытаясь одновременно уложить непослушную прядь волос, которая не переставала спадать на лоб. Посмотрев на себя в зеркало, молодая женщина ужаснулась. Платье топорщилось совершенно не в тех местах, где нужно, и его серый цвет абсолютно не подходил к ее бледной коже. Уже не в первый раз за свою жизнь Лиза пожалела, что не родилась такой же красивой, как Вера, которой шли любые наряды. Вместо аккуратной фигурки, красивых темных волос и загорелой кожи, Лизе досталось обычное тело, непослушная рыжая копна на голове и белая кожа. Неудивительно, что это платье, которое когда-то принадлежало Вере, ужасно сидело на ней. К слову сказать, его бывшая хозяйка отказалась от этого наряда спустя месяц. «Не знаю, почему я его купила», – недоумевала тогда Вера. «Цвет мышиный, длина мне не подходит, и грудь выпирает из декольте». Хоть здесь Лиза могла не волноваться. Ее небольшая грудь с легкостью разместилась в лифе. Кроме того, твердила себе она, дареному коню в зубы не смотрит. Ей все равно ни с чего было выбирать. Ее скромный бюджет не покрыл бы и бретельки от этого платья. А собственных роскошных нарядов у Лизы никогда не было. Внезапный стук в дверь прервал ее размышления. «Ты готова, Елизавета?» – позвала мать Веры. «Мы не должны опаздывать в театр». «Конечно нет», – мысленно улыбнулась Лиза. «Одну минутку», – ответила она вслух. Балтийский сад не ждал никого, даже если это были сливки питерского общества. Среди этих избранных сегодня предстояло провести вечер Лизе. Она быстро надела туфли, нанесла нежно-розовый блеск на губы и посмотрелась последний раз в зеркало. Трудно поверить, но одно только обручальное кольцо Веры могло спасти ее семью от банкротства. Ведь эти деньги дали бы возможность выплатить все долги фирмы. И, наверное, еще немного осталось бы. Но Вера вряд ли это осознавала. И Лиза не винила ее. Просто положение их семей было слишком разным. Они подружились в тот самый день, когда обеих поместили в закрытую питерскую школу, где девочки чувствовали себя чужими. Вера до Питера весело жила в Самаре. Ее родители чрезвычайно разбогатели после смерти дяди, который оставил им огромное состояние. Именно поэтому они переехали сюда и отдали дочку в школу со строгими порядками, чтобы она научилась вести себя в высшем обществе. У Лизы же была совсем другая история. Ее сослали в эту школу после того, как ее мама оказалась в центре скандала. Всем стал известен ее роман с мэром города, где они жили. Причем до этого, мэра считали порядочным семьянином. После того, как все выплыло наружу, над Лизой так жестоко подшучивали в школе, что отец решил перевести ее в другое учебное заведение. Прекратились ли насмешки на новом месте? Нет. Сказала ли кому-нибудь об этом Лиза? Нет. Ее отец и без того тяжело переживал измену жены и то, что та бросила семью, прихватив с собой все сбережения. Итак, они с Верой стали лучшими подругами. Их притянуло друг к другу, как два полюса. Вера, темноволосая, уверенная в себе красавица, и Лиза, рыжая худая девчонка, чья мать ни разу не позвонила ей после отъезда. Уже 10 лет подружки неразлучны. Теперь им было по 22 года, и одна всегда знала, что делает вторая. Сейчас Вера выходила замуж за представителя одной из элитных семей Питера. И Лиза готова была на время забыть о своих проблемах, чтобы сделать для подруги этот день идеальным. Кроме того, именно родители Веры оплатили дорожные расходы. Лиза была благодарна им, потому что ей даже такое путешествие было не по карману.
После долгих неурядиц Лиза все-таки приехала на свадьбу подруги и познакомилась с ее женихом, очень богатым и сногсшибательно красивым парнем, которому только что исполнилось 32 года, и он был уже главой всемирно известной банковской империи. Но друзья имели право называть его просто Леха. Странная дрожь пробежала по телу девушки. Она схватила сумочку и открыла дверь, надеясь, что ее наконец перестанет бросать то в жар, то в холод каждый раз, когда она вспоминает этого парня. Он был необычен, сочетание холодной вежливости и обжигающей сексуальности. Вера подошла к нему как ласковый котенок, и казалось, это забавляет его. Лиза делала скидку на то, что они давно знакомы и такая открытость и сердечность свойственны уже для них. Она бы никогда не стала бегать за мужчиной. Поэтому тяга к Алексею пугала ее. Он лишил Лизу спокойствия, хотя был совершенно не в ее вкусе. Слишком высокий и сильный, слишком сексуальный и красивый, слишком холодный и недоступный. До сегодняшнего вечера они встречались один раз в Екатеринбурге и один раз в Питере. Это было пару месяцев назад, на ужине, который устроили родители Веры, чтобы познакомить друзей семьи с будущим мужем своей дочери. «Что думаешь?» – спросила ее после ужина Вера. «Впечатляюще», – ответила Лиза. «Он пугает меня до смерти». Вера рассмеялась. Но она всегда смеялась, если была влюблена. «Ты привыкнешь к нему, Лиза», – пообещала она подруге. «Он не такой страшный, если узнать его поближе». «Неужели?» – подумала Лиза. Хотя была еще одна незапланированная встреча. Она произошла всего неделю назад, припомнила Лиза, нажав кнопку вызова лифта. Алексей приехал в отель в поисках Веры и увидел Лизу у стойки администратора. Он подошел к ней, конечно, учитывая превосходные манеры и воспитание, Алексей просто не мог поступить иначе. Он разозлился на Веру за то, что та не встретила подругу в аэропорту. Лиза попыталась оправдать ее, сказав, что они просто не договорились, но Алексей лишь покачал головой. Холодный, спокойный и привыкший командовать, он быстро организовал для Лизы лучший номер и даже проводил до двери. Именно тогда он впервые коснулся ее спины, чтобы показать дорогу. Лиза отшатнулась от него, как дикая кошка, и сразу же почувствовала себя неловко. Алексей одарил ее одним из своих ледяных взглядов и опустил руку. Сейчас она готовилась спуститься в холл, где соберутся гости. И если ей удастся избежать встречи с Алексеем, вечер уже можно назвать идеальным. На стене около лифта висело зеркало, и Лиза в очередной раз попыталась приструнить непослушную прядь волос. Но та предательски упала обратно на лоб. Топнув ногой, Лиза показала своему отражению язык и скорчила смешную рожицу. Именно в этот момент двери лифта раздвинулись, и на нее уставился тот самый пугающий ее до смерти парень. Их взгляды на секунду скрестились. Трудно представить более нелепую ситуацию. «Ой», – буркнула она, – «ты тоже здесь остановился?» «Я не знала». В его глазах мелькнула тень улыбки. «Добрый вечер, Елизавета». Он всегда ее звал Елизавета, и это звучало по-особенному, учитывая его легкий питерский акцент. «Ты собираешься спускаться?» Перспектива ехать в одном лифте с Алексеем не прельщала Лизу. В черном вечернем костюме он выглядел еще строже, чем обычно. Лиза заставила свои ноги двигаться. Она зашла в лифт и повернулась к Алексею спиной, чувствуя на себе его взгляд. От напряжения Лиза прикусила нижнюю губу. «Ты прекрасно сегодня выглядишь», – прошептал он. Лиза жала кулаки. Она-то знала, что именно он видит, бедную подругу его будущей жены в платье, которое Вера надевала еще месяц назад. «Неправда», – возразила Лиза. Она с облегчением выдохнула, когда двери лифта распахнулись, открыв ее взору шикарный гостиничный холл. Лиза сделала шаг вперед, но вдруг снова ощутила прикосновение его руки к своей спине. Девушка замерла. «Это несправедливо», – подумала Лиза. «Но почему с ней постоянно происходит что-то нелепое именно в присутствии этого парня?» «Пойдем», – слегка подтолкнул он ее. Лиза заставила себя покинуть лифт, все еще ощущая его прикосновение. Первая, кого она увидела, была мама Веры. Женщина выглядела потрясающе в сверкающих бриллиантах и черном строгом платье. «Наконец-то ты пришла, Лиза», – воскликнула она и направилась в их сторону. «Алексей», – кивнула дама своему будущему зятю и снова переключила внимание на Лизу. «Мне нужно поговорить с тобой, дорогая». «Конечно», – улыбнулась та, пытаясь понять, что именно так взволновало Софью Ивановну. «Что на этот раз натворила Вера?» – сказала шутливо Лиза. «Надеюсь, ничего», – холодно сказал Алексей, превратив шутку Лизы в обвинение. Софья Ивановна побледнела. Лиза решила защитить подругу хотя бы ради ее матери. «Это была всего лишь шутка», – резко бросила Лиза. «Слишком резко». Алексей убрал руку с ее спины и наклонился, чтобы расцеловать будущую тещу. «Я оставлю вас», – пробормотал он и ушел.
Алексей направился к бару, по пути приветствуя гостей. А Лиза с трудом отвела взгляд от его затылка. «Дорогая, скажи мне, что происходит с Верой?» – спросила Софья Ивановна. «Она ведет себя очень странно в последнее время. Она уже должна быть здесь, с Алексеем, и встречать гостей. А когда я пару минут назад зашла в ее комнату, она была еще не одета. У нее разболелась голова после ужина», – нахмурившись, ответила Лиза. «Возможно, она легла поспать и не рассчитала время. Тогда это объясняет измятую кровать», – заметила мама Веры. Да и выглядела Вера так, будто только что с нее свалилась. «Дайте ей пару минут. Если она не появится, я сама за ней схожу», – сказала Лиза. «Учитывая ее ужасное настроение, только тебе удастся привести невесту в порядок, дорогая. Почему мне, а не жениху?» Удивилась про себя Лиза, провожая Софью Ивановну к гостям. Через пару секунд ее представили кузену Веры, которого она никогда не видела. Его звали Виктор. «Так ты та самая Лиза», – произнес он. «Я много о тебе слышал». «От кого?» – спросила Лиза. «От моей дорогой сестрички», – конечно, улыбнулся Виктор. «Вера рассказывала, что только ты спасала ее от скуки в школе». В это мгновение перед ней появился бокал шампанского, и только потом Лиза поняла, что рядом возвышается Алексей. «О, спасибо», – пробормотала она. Он лишь кивнул в ответ. Затем поздоровался с Виктором и удалился, снова вергнув Лизу в состояние замешательства. Время шло, холл наполнялся гостями, а Веры по-прежнему не было видно. Лиза взглянула на Алексея. Он стоял в стороне от всех и разговаривал по телефону. По строгому выражению лица можно было с уверенностью утверждать, что разговор не из приятных. Может, он говорил с Верой? Его наверняка злила ее привычка опаздывать. «Привыкай», мысленно посоветовала ему Лиза. Вера никогда не жила по часам. Алексею повезет, если она не опоздает на венчание. Минуты бежали, и даже Лиза начала нервничать. Поймав еще один выразительный взгляд Софьи Ивановны, она уже направилась к лифту, но его двери открылись, и в холле появилась сама виновница беспокойства. Сразу гости повернулись к ней. Вера была ослепительно хороша в золотом платье. Не хватало только короны для завершения образа принцессы. «Простите за опоздание», – пропела Вера, и очаровательно улыбнулась. «Это моя смелая девочка», – прошептал Виктор. Лиза посмотрела на него, но ничто в выражении его лица не подсказало ей причину такого странного замечания. Алексей подошел к Вере и поцеловал ее длинные пальцы. То, что он сказал ей, заставило Веру улыбнуться и игриво подмигнуть жениху. «Он любит ее», — поняла в этот момент Лиза. Она отодвинулась, чтобы не видеть влюбленных, так как эта сцена почему-то вызывала у нее весьма противоречивые чувства. Гости отправились в театр на нескольких шикарных лимузинах. Виктор, очевидно, намеревался этим вечером составить Лизе компанию. И она была совсем не против. Виктор веселил ее и отвлекал от навязчивых мыслей о Алексее. Вечер в опере прошел превосходно. Лизе удалось сесть подальше от жениха, и она в полном объеме насладилась красотой постановки. После представления все гости были приглашены в шикарный ресторан. В зале был специальный пол для танцующих. Так как Виктор постоянно подливал Лизе вина, она довольно сильно опьянела к тому моменту, когда Алексей пригласил ее на танец. Долгую минуту девушка пыталась найти хоть какой-нибудь предлог, чтобы отказаться, но он взял ее за локоть и сказал: «Пошли». Жениху положено хотя бы один раз потанцевать с подружкой невесты. Лиза считала, что ей предстоит пережить это лишь после церемонии венчания. Однако она, не найдя возражений, позволила вывести себя на танцплощадку. В зале горел неяркий свет. Звучала медленная романтическая мелодия, и пары танцующих плавно двигались в такт музыке. Лиза чувствовала, как быстро бьется ее сердце. Теперь она в полной мере ощущала притягательность этого парня. «Расслабься», – посоветовал он через пару секунд. В народе танцы считаются приятным времяпрепровождением. Лиза подняла голову и увидела издевку в его глазах. «Я просто не привыкла танцевать на таких высоких каблуках», – поправила она. Алексей рассмеялся. «Елизавета, ты необычное существо. Ты красива, но не любишь, когда тебе об этом говорят. Ты холодна со мной, но дружелюбна с таким невозможным бабником, как Виктор. Он не бабник. Позвони по любому телефонному номеру его знакомых и произнеси его имя». «Это уже сарказм, а не издевка», — отметила Лиза. «А мне он нравится», — упрямо заявила она. «И он этим отлично пользуется», — произнес Алексей. «Так тоже невежливо говорить». Алексей внезапно наклонился, и его губы практически коснулись ее щеки. «Я вообще не очень приятный тип», – прошептал он. Он был так близко, что Лиза вдохнула приятный аромат его туалетной воды. «В твоих интересах быть хорошим мальчиком с Верой», – предупредила она его.
Алексей снова рассмеялся и прижал Лизу к себе еще крепче, что позволяло ему контролировать каждое ее движение. Он был выше девушки, и поэтому ее взгляд упирался в его мужественный подбородок. Они больше не разговаривали. Возможно, вино виновато в том, что Лиза чувствовала себя чересчур возбужденной. Белая рубашка Алексея ослепляла ее. Ткань пиджака под ладонью щекотала не кожу, а нервы. Алексей был красив. Лиза не могла не признать этого. В нем все было идеально, от шелковистых черных волос и прямого носа до великолепно очерченного рта. Музыка проникала в кровь Лизы так же, как и вино, которое она пила весь вечер. Она позволила себе закрыть глаза и унестись по волнам приятной мелодии. Лиза даже практически забыла, с кем танцует. Алексей тем временем все сильнее прижимал ее к себе. Их тела почти слились. Это было приятно. Лиза сама не заметила, как потянулась к его шее, и ее язык ощутил тепло его кожи. В шоке Лиза открыла глаза и отшатнулась. Краска залила ее щеки. Как она могла лизнуть шею жениха своей лучшей подруги? «О боже», – прошептала Лиза. Они уже даже не танцевали. Алексей смотрел на нее сверху вниз, и на его губах снова появилась эта ужасная издевательская улыбка. Лиза стояла и молилась, чтобы пол под ногами разверзся, и ее бренное тело поглотила пучина. «Прости», – пробормотала она и отшатнулась от Алексея так резко, что чуть было не упала. «Честно говоря, я бы воспринял это как комплимент». Алексей протянул руку, чтобы помочь Лизе удержать равновесие. «К счастью, я предвидел подобный финал, поэтому сейчас мы находимся на террасе, подальше от любопытных глаз». Лиза осмотрелась. Только сейчас она заметила, что они действительно стоят на террасе, о существовании которой она даже не подозревала. Как же сильно она была поглощена танцем, если не заметила, что Алексей вывел ее сюда. Лиза сделала попытку высвободиться. Это ей успешно удалось. Она даже смогла устоять на ногах, хотя это было непросто. Лиза хотелось умереть от стыда прямо на этом месте, и она не могла найти в себе силы даже взглянуть Алексею в глаза. Она просто не знала, что сказать в свое оправдание. А Алексей, очевидно, наслаждался создавшейся ситуацией. Он с улыбкой смотрел на девушку, довольный собой и всем происходящим. «Можешь свалить всю вину на вино», – предложил он. Лиза кивнула, радуясь хотя бы такому нелепому поводу. «Я никогда не пила так много». «Я в этом не сомневаюсь», – сказал он. «И Виктор», – пробормотала она, – «постоянно наполнял твой бокал», – добавил он снова. Лиза совсем не это хотела сказать, поэтому она с удивлением посмотрела на Алексея. «Что? Бедняжка Елизавета. Ты попалась на самый старый трюк, который описан во всех книжках». Лиза вспомнила, почему завязался этот разговор, и опустила глаза. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой униженной. И ведь сама загнала себя в ловушку. Собственными руками. «Думаю, мне нужно», – пробормотала она, направляясь к двери. «Вернуться к Виктору, чтобы он продолжил спаивать тебя?» «Нет, у вас дурное чувство юмора», – ответила Лиза. «А у вас самый мокрый язык и очень мягкие губы», – услыхала в ответ. Лиза больше не могла это терпеть. Она резко развернулась и столкнулась с Верой. «Что вы оба здесь делаете?» – спросила та. Ничто в жизни еще не пугало Лизу так, как появление ее лучшей подруги. «Елизавете стало душно», – спокойно ответил Алексей. «Ей нужно было выйти на свежий воздух». «Ты в порядке, милая?» – обратилась к ней Вера. «Боже, ты действительно побледнела. Скажи спасибо своему кузену», – сказал Алексей. «Это он весь вечер спаивал Елизавету». «Виктор, вот хулиган, а я попросила его позаботиться о тебе». Вера подошла к Лизе и обняла ее за плечи. «С таким строгим папой, как у тебя, ты не привыкла к вечеринкам, правда, дорогая? Точнее, ты вообще не привыкла к спиртному». «Мой отец не такой плохой», – пробормотала Лиза, будто оправдывалась. «Да, он еще хуже», – кратко заметила Вера. Она даже не пыталась скрыть, что ненавидит отца Лизы, который разрушил ее отношения с братом Лизы. «Я до сих пор удивлена, что он отпустил тебя сюда и позволил насладиться жизнью, а не запер в четырех стенах. Мне даже пришлось отдать тебе платье, чтобы ты не ходила в тех лохмотьях, которые он предпочитает видеть на своей дочери». В этот момент Лиза хотелось испариться. Наверное, это наказание за то, что она натворила. Как это ни удивительно, но именно Алексей пришел ей на выручку. «Достаточно, дорогая», – сказал он Вере. «Скромность не порок. К тому же у твоей подруги болит голова. Твоя болтовня о том, о чем в моем присутствии она предпочла бы умолчать, вряд ли улучшит ее состояние». «Ой, прости, Лиза. Как же безобразно я себя веду. Давай-ка вернемся в отель. Алексей, ты ведь не будешь против?» «Конечно нет», – улыбнулся он. «Не нужно», – пробормотала Лиза. «Я не позволю тебе покинуть прием в вашу честь».
Виктор все равно собирался уехать пораньше, так что я лучше отправлюсь с ним. Даже слышать ничего об этом не хочу, строго проговорила Вера. Виктор может поехать с нами, и я заодно отчитаю его за плохое поведение. Алексей организует для нас машину. Лиза не могла смотреть Алексею в глаза. Она уговаривала себя признаться во всем Вере. Но как это сделать? Подруга будет в шоке. Возможно, она никогда не сможет простить ей такое предательство. А вдруг Алексей первым расскажет все невесте? Как Лиза переживет этот позор? В то время, когда садились в лимузин, Алексей тихо прошептал ей на ухо: «Не делай этого, она никогда тебя не простит. И если ты не глупа, то держись подальше от Виктора». Он поцеловал невесту в щеку и захлопнул дверцу. Присутствие Виктора сделало дорогу к отелю более приятной для Лизы, так как она могла притвориться спящей, пока кузен и кузина болтали. У Лизы действительно болела голова. Она чувствовала себя не в своей тарелке и знала, что это ощущение пройдет не скоро. Приехав в отель, Лиза извинилась и постаралась поскорее покинуть теплую компанию, чтобы зарыться головой в подушку и забыть о случившемся. Только на следующее утро Лиза поняла, что лучше было бы остаться вместе с ними. Возможно, тогда она сумела бы уберечь Веру от роковой ошибки. Сейчас же Софья Ивановна билась в истерике посреди номера Лизы. Она сбежала. Моя дочь собрала вещи посреди ночи и сбежала. Боже мой, она ни разу не намекнула на то, что они задумали. Как она могла так поступить? Как он мог так поступить? Что скажут люди? Как же Алексей? Ох, я этого не переживу. Вера отказалась от прекрасного будущего. Как она посмела? Как твой братец оказался здесь и так просто увез ее? До этого момента Лиза была уверена, что разговор идет о Викторе, но теперь она удивленно воскликнула: «Михаил, вы уверены?» «Конечно, это он», — закричала Софья Михайловна. «Оказывается, он приехал сюда еще вчера днем и прятался у Веры в номере, когда я заходила проведать ее. Представляешь? Она была не одета и кровать была вся измята. Мой бог, нетрудно догадаться, что там происходило. Ты знала, что они планировали побег, Елизавета?» «Знала». Лиза не ожидала такого обвинения в свой адрес. «Нет», — воскликнула она, — «я так же поражена, как и вы. Надеюсь, ты меня не обманываешь», — холодно заметила мать Веры. «Я ни за что не прощу тебя, если узнаю, что ты замешана в этой истории». «Я думала, вы рассказываете о Викторе», — пробормотала Лиза. «Виктор, он ее двоюродный брат. Не пытайся еще больше все усложнить». Лиза была так шокирована, что смогла только пробормотать слова извинения. «Осталось лишь сообщить об этом Алексею», — продолжила Софья Ивановна. Вера оставила записку, но он уехал рано утром на Ладожское озеро, чтобы подготовить все к нашему приезду. А мой муж отправился на работу. Он еще не знает, что натворила его дочь. Вилла семьи Алексея располагалась на вершине холма в окружении густого леса. У подножия раскинулось великолепное озеро. У Лизы перехватило дыхание от такой красоты. У причала покачивалась лодка такси, на которой ей предстояло переправиться через озеро. Отец Веры нанял такси, которое довезло Лизу до деревни. Сначала они хотели позвонить Алексею, но потом решили, что такую новость лучше сообщить лично. Отец Веры собирался поехать сам, но он выглядел таким больным, что Лиза вызвалась заменить его. У него было слабое сердце, и Лиза не желала рисковать его здоровьем. Кроме того, именно ее брат ответственен за все происходящее, поэтому она чувствовала себя отчасти виноватой. Хотя именно сейчас ей меньше всего хотелось видеть Алексея. Знакомая дрожь пробежала по телу, когда Лиза подошла к металлическим воротам. Позади слышался шум плывущего водного такси. Откуда ни возьмись, за воротами появился мужчина с острым, как лезвие, взглядом. Лиза боялась даже представить, как она сейчас выглядит. На ней до сих пор были зеленый топ и белые брюки, которые она надела в спешке этим утром. «Чем могу помочь?» — холодно спросил мужчина. «У меня письмо для Алексея», — пробормотала Лиза. Мужчина кивнул, достал мобильный телефон, поговорил с кем-то и только после этого отворил ворота. «Можете зайти». Лиза уже собиралась переступить порог виллы, когда ее осенила внезапная мысль. «Мне понадобится такси обратно до города. К сожалению, я не догадалась попросить моего таксиста подождать. Я позабочусь об этом, когда вы будете уезжать», — заверил мужчина ее. «Спасибо», — пробормотала Лиза и направилась к мраморным ступенькам, которые вели к шикарному входу. Несмотря на нервозность, Лиза не могла не заметить окружающую ее красоту. Сад, беседки да и сама вилла выглядели как произведение искусства. У дверей ее ждал уже другой человек. Он слегка поклонился и попросил следовать за ним, подвел девушку к деревянным дверям, постучался, а затем открыл одну из створок и пригласил ее зайти. Лиза оказалась в огромной комнате с высокими потолками и большими французскими окнами. Стены были светлые, мебель темная, а пол под ногами сверкал. У одной из стен был расположен шикарный камин,
и около него стоял высокий мужчина. По одному его взгляду Лиза поняла, что он уже все знает. «Кажется, у тебя есть для меня письмо», — перешел сразу к делу Алексей. «Как ты узнал?» — спросила Лиза. «Она должна была стать моей женой. Естественно, мои люди следили за ней, и они не смогли остановить Веру». Лиза с удовольствием задала бы этот вопрос, но Алексей так сурово смотрел на нее, что она не смогла даже открыть рот. Она положила письмо на стол и отошла. После этого последовали самые долгие минуты в ее жизни. Алексей внимательно прочел письмо, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «Мне жаль», — пробормотала Лиза, зная, что это банально, но сказать ей было больше нечего. Алексей медленно кивнул, все еще неотрывно глядя на листок бумаги. «Ты не догадывалась об этом?» — спросил он. Лиза почувствовала, как ее ногти впиваются в ладонь. «Я ничего не знала. А ее семья?» Лиза покачала головой. «Ты сам был там вчера». Вера выглядела такой счастливой. Она пустилась во все тяжкие, с ухмылкой договорила Алексей. Лиза сжала губы и опустила глаза. Сейчас стало очевидно, что Вера своим радостным видом всех одурачила. Теперь очарование вчерашнего вечера казалось поддельным. Вера порхала в своем золотом платье, обнималась с женихом, преданно смотрела ему в глаза. Гости отмечали, какая они прекрасная пара. Даже Алексей улыбался, глядя на свою возлюбленную. Лиза немного завидовала Вере. Не каждая женщина может найти своего принца и выйти за него замуж. Но это не значит, что Алексей принц, одернула себя Лиза. Потому что это совсем не так. Просто у него есть все: деньги, внешность, образование, воспитание. Вера называла это одним словом – родословная. «Я выхожу замуж за человека с отличной родословной, потому что у меня тоже достойное имя и хорошая генетика», – заявила она. Лизе это показалось невероятно циничным. «Но ты его любишь?» – спросила Лиза. «Ты шутишь, дорогая», – рассмеялась Вера. «Ты ведь его видела. Какая девушка в трезвом уме не влюбится в такого мужчину? Да и ты в него влюбилась бы, если бы я тебя не опередила». Лизе было очень стыдно вспоминать эти слова, особенно после вчерашнего случая. Но теперь к стыду добавилась еще и растерянность. Получается, что Вера хитрила, когда говорила о своей любви к Алексею. Но как же можно врать, глядя прямо в глаза лучшей подруги? Это уму непостижимо. Алексей снова взял письмо и перечитал его. Он был спокоен, однако Лиза заметила, что сдерживает дыхание. Наверное, его плотно сжатые губы внушают ей опасения. Он злится, поняла Лиза. И она не могла его винить за это. Возможно, Вера не разбила сердце Алексея, но точно задела его самолюбие. А для такого человека собственная честь превыше любых чувств. Холодный, уверенный в себе. Такие эпитеты всплывали у нее в голове, пока она ждала, когда он что-нибудь скажет. Тягостное молчание уже начало действовать ей на нервы. Лизе хотелось поскорее уехать, но что-то удерживало ее. Наверное, это чувство ответственности за произошедшее, хотя девушка и понимала, что ни в чем не виновата. Но почему-то она не хотела оставлять Алексея одного. Ей было жалко его. Какая ирония, подумала Лиза. Алексей наверняка разозлился бы, если бы узнал, что кто-то посмел его жалеть. Даже, возможно, сам выгнал бы ее из дома. Странный мужчина, в очередной раз решила Лиза. Несмотря на то, что Алексей вращался в высших слоях общества, он всегда казался ей одиноким. Даже находясь рядом с Верой. «Наверное, тебе интересно, где твое обручальное кольцо?» Не выдержала Лиза. «Не интересно», — сухо ответил Алексей. «Думаю, так как она убежала с бедняком. Они уже давно его продали». У Лизы загорелись щеки при напоминании о том, что Вера сбежала с ее же братом. Михаил не беден. Лиза считала себя обязанной встать на защиту брата, который работал и получал вполне приличную зарплату. По твоим понятиям или по моим? Как это грубо с его стороны. Лиза чувствовала, как в ней закипает злость, хотя и понимала, что не имеет на это права. «Послушай», — сказала она, — «пожалуй, мне лучше уйти. Убегаешь, как те двое?» «Нет, я просто хочу уйти до того, как потеряю терпение». «То есть оно у тебя есть?» «Да», — ответила она и испугалась, поскольку Алексей обошел стол и встал совсем близко от нее. Лиза боялась, что он поймет, как она чувствует себя в его присутствии. Тем более сейчас, когда у нее на голове полный беспорядок. А одежда выглядит так, будто ее только что купили на самом дешевом рынке. Прошлой ночью Лиза сглупила. Утром ее разбудили обвинения родителей Веры в пособничестве беглецам. А теперь ей приходится смотреть в глаза брошенному жениху только потому, что родители Веры не рискнули сделать этого сами. А он глядел на нее так, будто не верил, что она посмеет выйти из комнаты без его позволения. «Я наблюдал за тобой последнюю неделю. Видел твои попытки смириться с буйным темпераментом Веры.
Алексей сказал это так внезапно, что Лиза вздрогнула от неожиданности. «Я видел, как ты успокаиваешь ее и даже смешишь. Но не помню, чтобы ты хоть раз срывалась, хотя Вера этого заслуживала. Тогда почему ты злишься на меня?» «Ты нападаешь на мою семью», — сказала Лиза. «Я нападаю на твоего брата», — поправил ее Алексей. «Считаешь, я не имею на это права?» Конечно, у него было полное право обвинять Михаила. Вчера в это же время он стоял рядом со своей счастливой невестой и через неделю собирался на ней жениться. Эта свадьба обещала стать событием года в Питере. Теперь же это был самый громкий скандал, о котором не поленились написать все газеты. «Ты можешь презирать моего брата», — признала Лиза. «Ты даже можешь злиться на меня, потому что я сестра человека, с которым убежала твоя невеста. Но я», — и она гордо вздернула подбородок, «не собираюсь стоять здесь и выслушивать твои оскорбления. Мы не нищие». Я сказал что-то подобное. Лиза сжала губы и кивнула. «Тогда я приношу свои извинения». Лиза не верила ни единому слову Алексея, поскольку не слышала ни малейшей нотки раскаяния в его голосе. «Спасибо», — тем не менее ответила она. «Теперь, если ты не против, я уйду». «Как ты добралась сюда?» — спросил он. «На водном такси, по озеру». Алексей ухмыльнулся. «Тогда ты застрянешь здесь до тех пор, пока я не вызову для тебя такси. Твой человек сказал, что позаботится об этом, он работает на меня», — прервал ее Алексей. «И выполняет только мои приказы». На секунду Лизе показалось, что он не хочет ее отпускать. Но она сразу же выбросила эту мысль из головы. Алексей ей не по зубам. Не стоит даже мечтать о нем. У Алексея есть шикарная вилла и еще 3 дома в разных концах света, о чем вскользь упоминала Вера. Лиза, кстати, до сих пор не могла понять, почему он решил остановиться в ее отеле. Но капризы богачей необъяснимы. Алексей мог позволить себе жить там, где ему захочется. Он даже по воздуху предпочитал передвигаться на собственном самолете. Ему так просто было заказать для нее катер, но он почему-то отказывался это делать. Видимо, Алексею необходимо выместить на ком-то злость, и Лиза стала для него отличной мишенью. «Знаешь, ты ведешь себя невоспитанно», — не выдержала она. «Зеленые», — прошептал он. «Зеленые? Ты про что?» — не поняла Лиза. «Твои глаза становятся зелеными, когда ты злишься. Обычно они серого цвета. Они еще могут обжечь, когда меня удерживают силой. Правда? Позволь мне увидеть это», — улыбнулся Алексей. «Ты давно знала, что планируют Вера и твой брат». Это был не вопрос. «Неправда», — в 100-й раз за сегодняшний день повторила Лиза. «Я уже говорила тебе. Я даже не догадывалась об этом». «Мне кажется, ты обманываешь меня, Елизавета», — холодно заметил Алексей. «Я не обманываю. Я понятия ни о чем не имела. Хотя, признаюсь, моя вина в случившемся есть. Мне нужно было быть повнимательней, так как ты знала, что они любовники». «Да». Лиза решила быть откровенной с ним, потому что Алексея, казалось, совершенно не трогает измена его невесты. Но это было несколько лет назад. «Юношеская любовь», — с сарказмом произнес он. «Немного больше, чем просто юношеская любовь», — подумала про себя Лиза. «Ты прав насчет влияния денег», — сказала Лиза. «Михаил никогда не станет достаточно хорошим для нее. В то время как я идеальная партия». Вопросительно взглянул на нее Алексей. Лиза лишь пожала плечами. С этим нельзя было поспорить. Алексей действительно подходил Вере по всем параметрам. В отличие от Михаила, судьба которого предопределена. Ее брат – классический представитель среднего класса. Ему хватило колледжа, чтобы обеспечить себе будущее. И если бы не финансовый кризис, то после смерти отца он возглавил бы их небольшой семейный бизнес и женился бы на подходящей девушке. Вере не подходит подобная жизнь. Она готова на все, лишь бы положить мир к своим ногам. А гордость Михаила не позволит ему смириться с тем, что он не может дать своей женщине то, чего она хочет. А вот у Алексея столько денег, что ему совершенно все равно, какие суммы тратит его жена. «Она вернется», — пообещала Лиза. «Ей просто нужно собраться с мыслями». «Не с сердцем», — холодно заметил Алексей. «Я уверена, Вера любит тебя», — твердила она, не понимая, зачем Алексею нужны доказательства. Вряд ли он считает, что его кто-то может не любить. Вера просто не готова вступить в брак. «Если ты даешь ей время, я не сомневаюсь, что...» Алексей удивленно вскинул брови. «Ты искренне предлагаешь мне подождать, пока Вера разберется в своих привязанностях?» Лиза задрала подбородок. «Если ты ее по-настоящему любишь, то...» «Да, именно это я и предлагаю. Тогда ты романтичная глупышка, потому что такому не бывать. На следующую субботу назначена моя свадьба. И я сделаю так, что она в любом случае состоится. Без невесты». Лиза непонимающе уставилась на него. «Хочешь сказать, что ты найдешь Веру и силой женишься на ней?»
Она чуть не рассмеялась в полный голос, представив себе, как Алексей тащит Веру к алтарю, а та кричит и пытается вырваться. «Нет, я планирую заменить ее кем-нибудь другим». Вот так просто. Не поверила своим ушам Лиза. Вот так просто. И к ее удивлению, Алексей порвал письмо Веры на мелкие кусочки. «Тебе потребуется время, чтобы привыкнуть к новой жизни, но мои помощники помогут тебе адаптироваться». Взгляд Лизы не отрывался от валявшихся на столе клочков бумаги. Ей потребовалось несколько секунд на осмысление слов Алексея. «С моей жизнью и так все в порядке», – пробормотала она. «Я в этом не сомневаюсь», – признал Алексей. «Но будет ли и дальше все в порядке, если завтра я сделаю официальное заявление о том, что твой брат опустошил счет вашей компании?» Конец первой части.